Всем привет и здравствуйте, с вами я, Филипп, владелец агентства недвижимости Риалто, и мы приветствуем вас на нашем канале. Сегодня в выпуске мы постараемся подробно изучить один из самых быстро развивающихся прибрежных городков нашего Черноморского региона, город Черноморец. Мы разберем его по полочкам, от пляжа инфраструктуры до недвижимости и перспектив. Раскроем вам его тайные фишки и дадим много полезных лайфхаков. Будет интересно. И рассмотрим мы его по следующим критериям. Как добраться? Автомобильная доступность и общественный транспорт. Близость к морю. Инфраструктура. Здоровье, образование и хобби. Туристическая активность. Экология и безопасность. Недвижимость и перспективы. Запасаемся вкусняшками, а те, кто уже, приятного аппетита и приятного просмотра. Старое название города Святой Николай. Это место с богатейшей историей, уходящей корнями в эпоху позднего неолита. Здесь жили фракийцы, тракийские племена, добывали медь, и в местности Оклади археологи нашли огромный культовый центр, более чем с 70 ритуальными ямами и шахтами. Было открыто множество керамичных сосудов, каменных и костяных орудий труда и статуэток. По поводу оснований самого города существует множество легенд, но факты говорят о том, что с давних времен здесь селились люди, и это место было известно прежде всего как порт. Говорят, что первые болгарские переселенцы прибыли сюда еще в 17 веке и так не ассимилировались с греками. Они усердно боролись за право исповедовать православие именно на болгарском языке, и еще до освобождения от турок село Святой Никола вспоминается в источниках именно как болгарское, в противовес Созополю, в котором в большей степени жили греки. Городской музей Святой Никола. Он расположен рядом с центром и включает в себя экспозиции по двум направлениям – археология и этнография. Здесь хранятся уникальные сокровища, поднятые со дна моря и найденные при раскопках на суше. Развалины ранней византийской крепости Акры. Часть крепости скрыта под водой. Здесь часто можно встретить дайверов, изучающих ее. Там же рядом с крепостью можно увидеть несколько оборонительных сооружений времен Второй мировой войны. Храм Святой Никола знаменит своими святынями, мощами и чудотворной иконы Святого Николая Чудотворца, по преданию защищающий город и его жителей. Но удивительнее всего его уникальный сад, который так и называется – райский. Среди тысячи библейских растений бродят курочки и ползают черепахи, создавая ощущение невероятного умиротворения и гармонии. Это настоящий оазис. Дом наоборот. Интересное развлечение для забавных фотографий. Особый колорит – это праздники. Основной праздник – это День города, День Святого Николая, Никул-Ден. Празднуется он 6 декабря. Каждый год в этот день организуется шествие с чудотворной иконой от храма Святого Николая до порта, где проводится ритуал закрытия моря. 9 мая празднуется летний Никул-Ден. В этот день такое же шествие проводит ритуал открытия моря. Рождество и Новый год. Особое внимание стоит уделить елке в Черноморце. Что особого в этой елке? В принципе ничего, но в Черноморце елка живая, не пластик, а каждый год наряжается елка, растущая именно на центральной площади. В других небольших городках, как Созополе, елка искусственная, там тоже красиво. Смешно, что в этом году на центральной площади Черноморца был установлен небольшой домик, или Санты, или Деда Мороза. Но как говорится, а так говорится, если место не занято, значит оно свободно. Дедом Морозом тут стал пес, который нахально приватизировал сперва новую виллу, а после муниципалитету не понравилась такого рода приватизация, и пес был выгнан. На двери был повешен амбарный замок. А сейчас хочу показать вам одну особую городскую фишку, мою любимую. Вы только посмотрите сюда. Вот на это, или вот на это, или вот еще. Все это работа одного человека, который решил разрисовать скучные трансформаторы с забавными котами в разных смешных ценах. Жители города так вдохновили, что теперь сами заказывают ему картины котов для своих дворов, чтобы добавить красок в городскую среду. Из-за этого я в шутку называю Черноморец городом котиков. Очень уютно и креативно. Как до него добраться? Автомобильная доступность и общественный транспорт. Черноморец – самый близкий к Бургасу город в южном направлении. До Бургаса от него меньше 20 километров.
Город относится к муниципалитету Созополя. Это старинный болгарский город, охраняемый ЮНЕСКО, и расстояние до Созополя 8 километров, так что до Бургаса на машине 15-20 минут, а до Созополя максимум 10. С общественным транспортом здесь тоже все отлично. В Черноморце построен небольшой новый автовокзал. Автобусы ходят в двух направлениях, до Бургаса и до Созополя. Каждые полчаса по расписанию с 6 утра до 9 вечера. В центр Бургаса на автобусе вы доедете за 30 минут. Цена билета сейчас 5 лева, 30 статинок или 2,71 евро. До Созополя 15 минут за 1 лев 30 статинок. Это 66 евроцентов. Обратите внимание, для детей до 7 лет автобусы бесплатные, а для детей от 7 до 14 оплачивается 50%. Но необходимо в обязательном порядке предъявлять документы, удостоверяющие возраст ребенка, например, загранпаспорт или свидетельство о рождении. Такси обычно стоят на самой автобусной остановке. Что касается трансфера от аэропорта Бургаса до Черноморца, здесь как договоритесь. Но нормальная стоимость где-то от 70 до 90 левов или около 35-45 евро. Чем Черноморец так привлекателен? Прежде всего тем, что это полноценный маленький город, который стоит прямо на море, и он самый близкий к большому городу Бургаса. Черноморец расположен на нескольких мысах, он как бы похож на трезубец и омывается морем со всех сторон. В нем находится 5 пляжей. Центральный пляж. Так же, как и большинство болгарских пляжей, пляж разделен на две части – на свободную и платную зоны. Примыкает он к небольшой марине. Это рыболовецкий порт, рыбарское пристанище Черноморец. Нам часто задают вопрос о ценах и условиях швартовки, и под видео вас ждет ссылка, где вы найдете действующие сейчас цены. В противоположную от пляжа сторону от марины вы можете прогуляться по скалам и дойти до небольшого Параклиса, посвященному тем, кто любит море. Эти скалы также излюбленное место для рыбалки. В Черноморце находится один особый пляж – пляж-кемпинг Черноморец. Это очень престижное место, а сам кемпинг Черноморец не кемпинг, а глэмпинг, где цены за аренду элитного бунгало 30 тысяч евро за сезон. Это первый пляж Болгарии, который получил голубой флаг, фактически Оскар среди пляжей. Пляж также разделен на платную и бесплатную зону. Здесь есть все условия для отдыха, включая туалеты и медицинский пункт. И все здесь действительно люкс-класса. Лежаки, ресторан, пиццерия, оборудованные специальные места для отдыха, разные приятные лавочки, место для гастро с видом на закат. Здесь часто можно увидеть фотосессии. Это очень романтичное место. Песок здесь мелкой фракции и очень приятный. Его постоянно чистят и просеивают. Заход в море песчаный и удобный для детей. Находится пляж в бухте, по бокам которой скалы, где можно заняться дайвингом и рыбалкой. В общем, если вы будете в Черноморце, настоятельно советую посетить этот пляж. Еще одно место, облюбленное рыбаками и дайверами, это дикие небольшие пляжи по обе стороны мыса, по которым расположены развалины крепости Акра. Расстояние до этого места от центра Черноморца около 1,5 километров. Асфальтовой дороги нет, нужно иметь это в виду. В сухую погоду можно проехать и на простой легковой машине, но после дождей не советую даже пытаться. В этом месте всегда или с одной или с другой стороны спокойное море, даже если ветер и шторм. Правда, с одной стороны, спуск к морю очень непростой, так что нужно иметь устойчивую обувь. На этом пляже есть еще одна особенность. Это секретное место. Только никому не рассказывайте, поскольку не все местные знают об этой тайне. Это небольшой остров Пасхи, ну или его миниатюрная копия. Раз в год, летом, в этом месте проводится супер интересный фестиваль. Кстати, тоже почти тайный. О нем мало кто знает. Ссылку на него мы оставим в описании под видео. Следующий по списку – дикий пляж Вромос. Этот пляж расположен примерно в 1,5 километрах от центра Черноморца, и путь к нему лежит по старой дороге плохого качества. Это идеальное место для уединения и отдыха. Широкий 3,5-километровый пляж с серым песком, обрамленный ароматными соснами и дюнами. Здесь вас ждет спокойное море и отсутствие толп. Раньше это место было популярно у любителей неорганизованного палаточного отдыха, а теперь часть дюн занята новым кемпингом. И последний пляж – пляж Градина, на расстоянии около 2 километров от центра. Широкий и протяженный, более 3 километров. Этот пляж соединяет Черноморец и Созополь. Идеален своим разнообразием. Здесь есть и тихие дикие уголки, и оживленные участки с барами и шезлонгами. Это отличное место для водных развлечений. Кайт, виндсерфинг, катамараны и многое другое. И главное, все пляжи в Черноморце с
чистой водой. Город подключен к новейшим очистным сооружениям Созополя, лучшим на всем побережье, построенным по европейским стандартам. Для такого компактного города это редкая концентрация столь разных пляжей, от элитного глэмпинга до абсолютно диких бухт, и все это в шаговой доступности. Инфраструктура здесь продумана как для комфортной жизни, так и для отличного отдыха. В городе круглогодично функционирует несколько супермаркетов, большой T-маркет на въезде в город, Валеро и несколько мини-маркетов внутри города, а также множество небольших продуктовых лавок. Есть здесь и строительные, и канцелярские магазины, магазины одежды. Конечно же, есть парикмахерские, даже барбершоп. Летом вдоль улиц, ведущих к центральному пляжу, открыто множество сувенирных магазинов. Здесь достаточно уютных кафе и ресторанов с видом на море. Есть рестораны и точки питания, которые работают круглый год. Конечно же, в летний сезон количество работающих заведений многократно увеличивается. Но и в межсезонье в городе есть все необходимое от покупок до вкусного ужина в ресторане. В медицинском центре круглый год принимает врач общей практики. Скорая помощь находится в Созополе, что позволяет быстро реагировать на вызовы, а близость к Бургасу позволяет пользоваться всеми возможностями большого города. Весь год в Черноморце работает спа и фитнес-центр люкс-класса Виктория Спа. Сюда на процедуры постоянно приезжают из Бургаса. Это очень известный бренд спа в Болгарии и за ее пределами. Спа предоставляются услуги массажа, балканский, тайский, балийский и другие разные виды. Тут есть соленая комната, сауна, турецкий хамам, травяная арома-баня и все очень и очень высокого уровня. А теперь важная информация для тех, кто рассматривает недвижимость в Черноморце. Не перематывайте, иначе пропустите интересное предложение. Мы рады предложить вам эксклюзивные апартаменты в малоквартирных домах Черноморец 1 и Черноморец 2. Это идеальный вариант для тех, кто ищет тишину и уют, не отказываясь от близости к морю и инфраструктуре. Почему это отличный выбор? Тихий зеленый район. Дома расположены в спокойной части города в окружении частных домов, таких же малоэтажных зданий. Все под рукой. До пляжей, магазинов, кафе, остановок автобусов, школы, детского сада и медицинского центра всего несколько минут пешком. Камерность и комфорт. Всего 13 и 17 квартир в доме. Никакой суеты, крупных жилых комплексов. Финансовые преимущества. Мы не берем комиссию от покупателя, а отсутствие ежемесячных взносов за обслуживание, таксы и поддержки – это ваша прямая экономия в будущее. Количество свободных объектов ограничено, а цены продолжают расти. Спрос на такие форматы жилья высок. Всю подробную информацию, фото и актуальные цены смотрите в описании под видео. Свяжитесь с нами для консультаций, и мы с радостью все покажем и подробно расскажем. А вот и бонус, как и обещали. Каждый покупатель апартаментов в наших проектах получает скидку 10% на все процедуры в премиальном спа-центре Виктория. Ваш отдых и инвестиции станут еще приятней. Не упустите шанс приобрести лучшее в Черноморце. Для детей в городе есть прекрасный детский сад и школа, где учатся до 8 класса. При школе современный стадион с зонированием и качественным покрытием. Ссылки на сайты учреждений мы оставим в описании. После 8 класса ученики легко добираются на учебу в Бургас на регулярном автобусе, всего полчаса в пути. Для Болгарии такая практика абсолютно нормальная. Старшеклассники из многих городков, куда более отдаленных, чем Черноморец, ежедневно ездят на учебу в крупные центры. Примечательно, что эти полчаса пути даже меньше, чем некоторые бургасские школьники тратят на дорогу между районами своего города. Таким образом, у детей есть полный доступ ко всем возможностям и выбору учебных заведений большого города. При этом они живут в тихом, спокойном и экологически чистом месте. Как и в любом городе Болгарии, в Черноморце работает так называемое народное читалище. Это комбинация из библиотеки и клуба по интересам, где и дети, и взрослые могут найти занятия по интересам. Танцы, музыка, йога, ремесла. Ссылку на сайт читалища ищите в описании под видео. Расположение у моря и наличие очень хороших пляжей, конечно же, привлекает туристов. Здесь отдыхают гости из разных стран – Великобритании, Польши, Германии, Израиля, США, а также русскоговорящие туристы. Особенно стоит отметить, что Черноморец традиционно является излюбленным местом отдыха самих болгар. Многие семьи приезжают сюда десятилетиями, что говорит о стабильной привлекательности курорта. При этом даже в летний сезон здесь не бывает ощущения переполненности. Город сохраняет свою спокойную и привлекательную атмосферу, предлагая комфортный отдых без излишней суеты.
Экология и безопасность – это главные козыри Черноморца. Город небольшой и очень чистый. Практически повсеместно проведена центральная канализация, подключенная к новейшим очистным сооружениям Созополя. Эти сооружения соответствуют последним европейским стандартам и являются самыми современными в Бургасском регионе, что гарантирует чистоту морской воды. Город отличается отсутствием высотной и чрезмерной застройки. Благодаря этому здесь просторно, много воздуха и зелени. Местный климат и почвы удивительно благоприятны для растений. Такое ощущение, что здесь растет все. Рядом растут ели и пальмы, березы и гранаты, виноград, инжир, киви, китайские финики, оливы и кактусы. Что касается безопасности, это тихий, спокойный маленький город у моря, где местные жители в основном знают друг друга. Здесь практически не бывает краж или каких-либо нападений. Безопасно гулять вечером и можно без опаски отпускать детей одних. Таким образом, с точки зрения экологии и безопасности, Черноморец является очень благополучным местом. Теперь поговорим о недвижимости и перспективах. Черноморец на подъеме, и по моим наблюдениям у него самые высокие темпы развития в регионе. Он стал популярным не только у местных, но и столичных застройщиков. Здесь строятся новые дома и элитные комплексы. Но перезастроенности нет и не будет. Градостроительные правила ограничивают высоту зданий, требуют обязательного озеленения. Максимальная высота строений 5 этажей, но в основном преобладают здания от 2 до 4 этажей. Здесь чувствуется воздух между домами и практически нет застройки окна в окна. Несмотря на активность строительство, выбор качественного жилья остается ограниченным. И с точки зрения ликвидности покупать недвижимость здесь выгодно. Цены стабильно растут, спрос высок, а достойных предложений мало. Диапазон цен очень широк. От 900 евро за квадратный метр в старых комплексах до 7000 евро за квадрат в элитных домах. На осень 2025 года ситуация с объектами на этапе строительства следующая. Цены за квадратный метр начинаются от 1300 евро. Апартаменты с одной спальней около 95 тысяч евро, с двумя спальнями около 160 тысяч евро. Стоимость дорогих апартаментов с двумя спальнями и готовым ремонтом превышает 300 тысяч евро. Цены на индивидуальные дома начинаются от 350 тысяч евро и доходят до 2,5 миллионов евро. Стоимость зависит от множества факторов. Во-первых, локация внутри города. Как и везде, в Черноморце есть более или менее хорошие районы. Близость к морю не всегда является главным фактором цены. Одни районы удобные для постоянного проживания, другие для летнего отдыха, поэтому важно заранее определить цель покупки для сезонного или круглогодичного использования или для последующей продажи или сдачи в аренду, долгосрочную или посуточную. Если мы говорим о комплексе, то здесь важна его репутация. На стоимости, конечно, отражается качество строительства и материалов. Имеет значение все. Теплоизоляция, стеклопакеты, инженерные системы. Новостройки соответствуют всем последним стандартам, что обеспечивает комфорт и экономию на содержании. Но поэтому они и дороже, что требования к ним выше. Соответственно, и себестоимость их тоже выше. Важным является инфраструктура, удобство, особенности, наличие лифта, охраны, двора и других опций, например, морской вид, свой дворик или большая терраса повышают привлекательность объекта. А парковочное место – это уже не опция, а необходимость. Вне сезона парковка доступна, но в августе найти место практически невозможно. В престижных районах только платные парковки. Паркоместо сегодня это обязательная опция. Его можно сдать в аренду в сезон, оно повышает спрос при аренде и последующей продаже. Даже если вы сейчас не планируете, об этом уже стоит задуматься. Средняя цена парковочного места в Черноморце сейчас около 13 тысяч евро. За годы работы я заметил, как меняются тренды. Если раньше в некоторых курортах можно было обойтись без парковки, то сейчас ситуация резко обострилась. Я настоятельно рекомендую покупать паркоместа. Это инвестиция в будущее. Во всех этих вопросах важно разбираться с помощью опытного агента по недвижимости, которому вы доверяете. Я категорически против покупки недвижимости без профессионального сопровождения. Часто я сам привлекаю к сделкам адвокатов, потому что болгарское законодательство имеет много специфики. Нужно не просто знать нюансы, а понимать, на что обращать внимание в каждом конкретном случае. На сайте нашего агентства в разделе «Блог» вы найдете подробные статьи о покупке недвижимости. Мы и дальше будем освещать эти темы на канале. Подписывайтесь и следите за обновлениями на Фейсбуке и Ютубе. Итак, что же мы имеем в сухом остатке?
Черноморец — это идеальный баланс. Это не шумный мегаполис, но и не глухая деревня. Это современный, экологически чистый, безопасный город у моря с развитой инфраструктурой для комфортной жизни круглый год. Он обладает уникальным характером, богатой историей и четкими перспективами роста. Инвестиции в недвижимость здесь — это ставка на один из самых надежных и ликвидных активов всего Черноморского побережья Болгарии. Если вы задумываетесь о покупке дома у моря для себя или как выгодные инвестиции, Черноморец однозначно заслуживает вашего самого пристального внимания. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, с удовольствием на них отвечу. Не забудьте поставить лайк этому видео. С вами был я, Филипп, и агентство недвижимости Реалта. Увидимся в следующих видео. До скорого!